Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Что ждет до конца января? События и неожиданности. Что случится, что произойдет? И, возможно, то, что происходит или будет происходить, будет для вас несколько неожиданно до конца января. Тогда к чему приготовиться и к чему это все идет? Вот давайте с вами и узнаем. И, конечно, на нашем канале чаще это подекадно выходят прогнозы, но не все ведь умещается во временные рамки. Что-то обрастает подробностями или приходят какие-то новости, нюансы, и мы вынуждены, ну, где-то пересматривать свои планы, а то и какие-то приоритеты, да, такое тоже бывает. Вот давайте с вами узнаем, достанем 6 карт, что случится или произойдет для весов до конца января. И первая карта, что произойдет и что вас удивит одновременно, а может быть и кто вас удивит. Ну, понятно, раз удивляет, значит, это где-то и неожиданно. И все же, что или кто появится неожиданно. Давайте свяжем эти две карты. И к чему все идет, к чему приготовиться. Что будет меняться, как изменится ваша жизнь, а может быть, ну, где-то придется и себя менять тоже. Достанем карту, что будет продолжаться на февраль. Немножко заглянем вперед. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Так что ж там произойдет и вас удивит, мои дорогие весы. По иерофанту тут может удивить решение даже, что я иду чему-то обучаться. Вы можете обучаться на рабочем месте, осваивать какую-то специальность. Вы можете, ведь это карта традиции, карта отчасти, иерофант это у нас законник. Должно быть именно так, как вот определено. Не как-то там иначе. Может, кто-то буквально будет интересоваться, как оформить какой-то документ, как это сделать с правилами, какими-то регулировками или в соответствии с законом. Вы сами можете и встретить вот такого человека, ну, знаете, как учитель. Это может быть, такой духовный наставник, может быть, это конкретное лицо, персона, ну, на которую вы как равняетесь, или вам приходится какие-то договоренности с конкретным человеком, может быть, и влиятельным, как-то проводить очень красиво, или какие-то важные, может быть, и встречи, может быть, и важные бумаги вы подписываете. Тогда вы будете отходить или исходить из той позиции, что приемлемо вам и что приемлемо человеку. Но мы здесь как будто учимся. Вообще карта стабильности. Ну, давайте мы узнаем, что же вас удивит, мои дорогие весы. Паш мечей. Новость какая-то удивит. И, кстати, какая-то новость, причем, ну, бывает по пажу мечей такая колючая новость. Тем не менее, карта Иерофант, тут все равно что-то должно быть стабилизировано. Мы можем по пажу мечей как рассматривать новое направление или брать какой-то новый ракурс. Иногда пажи– это ученики или именно вестники. Так что же вас удивит еще? Карта силы. Как будто хочешь или нет, весы, надо тебе себя немножко перестроить. Два старших аркана– это всегда какие-то внешние события, обстоятельства. Вы не можете их изменить, но вам нужно вписаться, чтобы не было какого-то противоречия. Вполне вероятно, и вы вот именно это направление. Ну, как придется несколько переформатировать какой-то вопрос или отношение к чему-либо или к кому-либо. Аркан силы, у вас сейчас достаточно сильная позиция, но договариваться придется. Э, Всегда на аркане сила лев. Лев– прообраз нашего эго. Мы как будто против чего-то. Или приходит новость, а мы ее так сами можем воспринимать несколько колюче, что это как направлено против нас. А тем не менее, мы как будто это не можем отменить. Это, знаете, как вот по воле сложившихся обстоятельств или каких-то условностей. Мы на это не влияем, и это может быть в конечном итоге какой-то продукт, который нужно рассмотреть и буквально на бумаге, или понимать, куда мы ставим подписи, что мы оформляем. Тут нельзя ни разу замечтаться, но именно от вашего какого-то решения будет усиливаться ваша позиция. А уж решение, оно какое-то альтернативное. Когда паш мечей выпадает, это не совсем то, ну, как мы это первоначально задумали. Это уже не какой-то первоначальный, опять же, план, а какие-то корректировки.
И это сделать совершенно необходимо. Да, дипломатия помогает, потому что лев подчиняется прекрасной деве, он не чувствует агрессии. Вот какие бы вы диалоги, а явно у вас каких-то диалогов будет либо много, либо разговоры, или пусть немного, но персоны такие достаточно знаковые, то тогда вам нужна вот эта дипломатия, провести беседу и как будто настроить себя на то, что ну, договариваться придется. Тут не получится продавить авторитетом, понимаете? Нет, потому что есть какие-то общие причины, предпосылки. Их вам тоже придется учитывать. И точно такие же, может быть, причины, предпосылки со стороны оппонента. И карта критического мышления. Вот тут вас может удивить именно какая-то либо новость, либо, может быть, конкретный человек. Но тут ведь есть возможность, понимаете? Но от нас это требует как собственного переформатирования. Так что или кто появится неожиданно? У вас какой-то знаковый период. Посмотрите, карта императрицы. Конечно, когда императрица выпадает, мы говорим, надейся сам на себя, весы. Вот это да. Но это та, и неважно, пусть меня смотрят мужчины, это ведь добрая энергия. Мы сказали о дипломатии. Только императрица может договориться с несговорчивым императором, правда? Поэтому вот и кому-то из вас, вот знаете, какой-то высший пилотаж дипломатии, ну, просто необходим. И это будет связано с какими-то людьми, обстоятельствами. И это не то, что вы планировали. Из 4, извините, арканов, 3 старших. То есть это вот именно что-то извне. И у кого-то из вас это будут вопросы касаться непосредственно вашего участия в какой-то работе, может быть, и бизнеса, вашего творчества. Не исключаю, мои дорогие девочки, что вот именно для вас может быть ситуация личной жизни. И кому это соответствует по возрасту, по поставленным целям, скажем, вы ждете ребенка. Вот такой момент. Или когда вы будете, в принципе, мои дорогие, вот больше заняты где-то домом, детьми. Ну, вот такие энергии. А для вас, мои дорогие мужчины, какая-то очень важная женщина в вашей жизни. Вот есть такой момент. И тогда вы как будто будете делать какие-то первые шаги, чтобы, может быть, кто-то примириться, кто-то будет искать контакты, да, с этим человеком. Но и по этой карте для кого-то это новый вид творчества, новый вид работы. Это, как знаете, ведь процветание идет, по сути дела, изобилие, но это то, которое мы строим сами, своими руками. Тут нам никто ничего не предложит. Тут надо как-то правильно и провзаимодействовать, но и приоритеты свои тоже проставить верно, потому что не потерять времени даром. Так что или кто появится неожиданно все же, да? Неожиданно. Девятка кубков. Я не исключаю, что для кого-то из вас именно договоренности вам позволяют решить какой-то финансовый вопрос. Это больше финансовая карта. Но иногда я говорю, это карта эгоиста. Ну, пусть не в этой колоде, но классические колоды Таро, там чаще изображен человек, который всем доволен, у него все есть, ничего ему не надо. И фон, как правило, в этих картах такой темный, мрачный. То есть нам говорят, ну, о каком-то одиночестве. Может быть, вот именно как тема одиночества для кого-то из вас, что или кто появится неожиданно, вы сами можете искать каких-то встреч. Потому что одиночество надоело, или вы, даже если некого, да, вот не с кем контактировать, вы можете всерьез задуматься. Хотя двояко. С одной стороны, императрица, и мы говорим, надейся сам на себя. А по девятке кубков здесь не очень-то мы стремимся, ну, сами по себе налаживать связи, делать какие-то первые шаги. Нам как будто и так хорошо. Но предыдущий триплет нам говорит, что нет, так, наверное, не пойдет, потому что все равно меняться что-то будет. И какие-то важные решения вам придется принимать. Но ведь тут на кону ваше счастье, благополучие. Тут важно от чего-то, как знаете, не отвернуться, рассмотреть, может быть, альтернативный вариант. Так, с кем это связано или с чем? Страстная любовь у кого-то, правда. Может быть, это буквально, мои дорогие мужчины, женщинам, которой вы испытываете страстные чувства. И я не могу сказать, что вот именно она появится неожиданно.
Она, потому что предыдущие карты, она немножко сама по себе, да и архетип этой карты королева жезлов, она тоже всегда сама по себе. Она уже прошла какой-то сложный путь, и она не хочет еще раз найти какие-то грабли. Поэтому, если вы желаете, то или прояснить как минимум какие-то отношения, то тогда это вам нужно, ну, видимо, какие-то действия, активность все-таки предпринять. И при этом и дипломатом быть, и учитывать по иерофанту, потому что для человека будет важно не что-то такое зыбко непонятное, расплывчатое, а что-то более четкое и ясное. Поэтому, может быть, это нужно в ваших каких-то переговорах что-то предлагать. Я могу допустить для вас, мои дорогие девочки, в личной жизни тут к вам. То есть вот именно к вам кто-то имеет интерес, в вас видит и ресурсность, ну, может быть, и испытывает не только чувства, но вот эта любовь страстная. И может появиться тоже какой-то человек. Но сказать, что вы откликаетесь, я тоже не очень могу. Вы будете, скорее всего, если откликнетесь, вы будете больше смотреть, но больше с позиции практики, конечно, где-то материализма. Нет эмоций. По девятке кубков, хоть и кубки, ни разу не про эмоции. Это карта получения денег, по сути дела. Или когда у нас, ну, по крайней мере, финансовая ситуация как-то стабилизируется. Вот, может быть, я и не исключаю, что есть какая-то персона, которая поможет стабилизировать вам, ну, какие-то финансовые бреши, если для кого такие имеются. Но и карта, кстати, королева жезлов. Это та, которая умеет хранить тайны. И карта даже говорит, храни тайну о себе. И свои вообще секреты, и чужие, тебе это помогает. И что ее отличает? Два направления, в которых она наиболее сильна. Вот как раз правильная работа с информацией и правильное распределение денег. И даже если вы какой-то вопрос, допустим, финансовый, у кого сложности финансовые, есть возможность закрыть. Но тут предельное внимание к деталям. Как будто нельзя повторить какую-то ошибку. К чему это все идет? Ух, я даже карту не буду следующую доставать. Солнце, но ведь правда, ясность. Солнце в первую очередь это выбор правильного направления и ясность. Какая-то ситуация у вас проясняется. Может быть, и глаза у вас на что-то открываются. Я это тоже не исключаю. Может быть, вот эта колючая информация, как я говорила. А тем не менее, какое-то рациональное полезное зерно есть. И договариваться поэтому и приходится. Скорее всего, мои дорогие весы, вы сами видите, что либо у меня других вариантов нет, либо у меня инструментов других, вот как бы, да, какой-то вопрос решить я по-другому не могу. Есть тут такой момент, когда, ну, где-то в целях самосохранения, осторожности вы можете принять как чью-то точку зрения, пусть это даже на время, но тогда уже для вас, знаете, как какая-то неясность, какая-то белиберда или путаница, она все равно проясняется, потому что вот как отделить зерна от плевел. Вот как будто очистить что-то от наносного, от какой-то шелухи, от малозначимого вы все равно до конца января можете. Но я могу предположить по этой карте, все-таки ведь это карта нашего эго тоже. Поэтому мы все разные. И кто-то может сказать, чему все идет. Будет так, как я сказал или сказала, или не будет никак. И не будет ничего действовать, никак действовать. Но помните, потому что по старшему аркану тогда и судьба будет выбирать для нас путь, а мы уже не сможем корректировать. То есть подзастрять в собственном эго явно нельзя. Точно. И отказаться от чего-то нельзя. Как будто какой-то единственный выход, один вариант, но он вам приносит и какой-то, может быть, добрую весть, или закрытие сложных финансовых тем, или приносит какую-то радость, удовлетворение. Все-таки заканчивается, смотрите, у вас на кону солнце, и это, знаете, наполнено жизнью. Какие-то новые сами по себе эмоции. И когда, ну, наверное, если мы говорим о качестве, да, когда у нас решаются сразу много вопросов, или закрываются какие-то темы. Пусть они не закроются буквально быстро, на 6-8 месяцев, но тогда взяв такой ракурс или направление, и если мы
дисциплинированный, настойчивый, вот именно вот так вот как-то и действовать все то, что я говорила, как и на самосохранение, так и на рассмотрение альтернативных вариантов, то тогда бонусов для вас значительно больше. Что будет меняться? Давайте узнаем, что ж там будет меняться. Ну вот смотрите, буквально карта семьи. Может быть, для кого-то из вас решаются вопросы по части места пребывания, проживания или буквально недвижимости. У кого-то и по части личной жизни, может быть, это связано будет даже с решением каких-то других людей. Сама по себе карта будет говорить, что и вы тоже можете тут что-то пересматривать. Все-таки мы все разные. Кто-то может, ну, допустим, карта очень добрая, как мы можем примириться, да, если были конфликты, или что будет меняться, что-то, как, ну, благодаря, может быть, вот этой дипломатии, все равно вы свои приоритеты сохраняете, да, и ваша задача, мои дорогие весы, не наступить на горло собственной песни, а вот эту дипломатию, ее употребить в первую очередь самому себе во благо или самой себе. Спросить у себя самого или самой, чего же я хочу. Потому что, понятно, всегда людей много. И каждый там что-то хочет свое. Вот вам дипломатию нужно использовать как минимум для начала, отказываться от того, что вас категорически не устраивает. И поверьте, вы ничего не проиграете. Вы свою собственную какую-то безопасность умножите, качество жизни как раз будет меняться, а самое главное быть счастливым, наверное, или счастливой. Перестроить себя приходится. Что будет продолжаться на февраль? Смотрите, у вас такой добрый расклад на февраль, четверка жезлов, праздник после победы. Ну вот, видимо, я уже не буду доставать дополнительных карт, потому что лучший враг хорошего. Я уже сказала, что кто-то будет бездействовать, а кто-то, наоборот, тут будет искать какой-то выход или пытаться исправить какую-то ситуацию, но уж точно не сидеть на месте. И тогда вот на эти 6-8 месяцев, а это немало, это почти до конца 2026 года, правильный ракурс, правильную траекторию вы берете, вот это направление, будут и победы, будет и праздник. И тогда в феврале вот занятую такую вами позицию, вы если будете продолжать, то уже в феврале видите плоды труда своего. Давайте спросим, как карту совет. Я всегда говорю по пятерке кубков. Вот представьте, все наши пятерки – это всегда недостаток. Это недостаток эмоций, это какие-то сожаления, это разочарование, может быть, разочарование в человеке. А лучше, чем Клаудио Пенейра, не скажешь. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Это уже не важно. Вот есть что-то, о чем вы можете думать, переживать, на что вы были настроены прежде. Вот это все не важно. Вот как-то правильно оценить обстановку. Может быть и правда. Уже осколки нужно было выбросить давным-давно, и пол тоже вчера еще вымыть, ну так условно говоря. Потому что, понимаете, даже если вы с кем-то договариваетесь, если вы с кем-то примиряетесь, давайте переложим на наш расклад этот совет, тогда не вспоминайте былое. Не говорите: "А помнишь, вот как поступил? А помнишь, что ты сказала?" Вот такого нет. Тут вот именно, ну, выбросить осколки. Тут надо перестроить свое мышление, вот буквально так. Потому как, чтобы не повторилась какая-то грустная история, провоцировать, с одной стороны, не надо. Ну и, наверное, повторюсь, вот ваша дипломатия, она должна быть направлена полностью на ваше благополучие. Я ни разу об эгоизме, потому что я знаю, что ваш знак зодиака, вот для вас очень важна гармония, которая вокруг. И некоторые из вас часто воспринимают, что если вокруг меня будет хорошо, то будет хорошо и мне. Поверьте, это не совсем верный тезис. Никогда не будет всем буквально хорошо на 100%. Везде будут какие-то занозы, кому-то что-то будет не нравиться. Мы говорили об этом. Но вы тогда какой-то внутренний раздрай значительно усиливаете. Поэтому оттолкнитесь от той мысли, что же важно для меня, чего же хочу я. И поверьте, вы свою дипломатию, ну, просто филигранно, виртуозно так примените, что от этого изменится ваше качество жизни, дорога к солнцу.
перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Вот правда чудесный расклад, не упустите. Вот энергии идут в вашу жизнь очень добрые. Но как мы тут будем ими распоряжаться, зависит от каждого из нас. Я благодарю вас за вашу душевность, теплоту и ваши добрые комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.